Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой замечательный ажурный узор, который идеально подойдет для летних вещей. Хорошо будут смотреться футболочки, маечки, топики, сарафаны. Узор отлично сочетается с лицевой гладью и с ажурными дорожками. Несмотря на то, что узор формируется с лицевой и с изнаночной стороны, он запоминается очень легко и вяжется достаточно быстро. Вот так выглядит его лицевая сторона. Узор не очень эластичный, скажем так, в меру. Форму будет держать изделие. Вот так выглядит изнаночная сторона этого узора. Вот насколько он прозрачный. Также можно вязать от горловины. Он выглядит немножечко по-другому, но тем не менее смотрится очень интересно и привлекательно. С моей точки зрения, вот вверх ногами он выглядит даже интереснее. Но это дело вкуса. Давайте начнем. Вот схема этого узора, по которой вязала я свой образец. Раппорт данного узора составляет 11 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Для образца я набрала 12 петель, 10 петель узора и 2 кромочные петли. Данный узор петель симметрии не имеет. Первый ряд. Кромочная. 3 лицевые, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, накид, лицевой 2 вместе с наклоном вправо. Я меняю дужки местами, чтобы петли не получались скрещенными. И за вторую петельку провязываю 2 вместе. Далее 3 лицевые и кромочная петля. Второй ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 2 изнаночные. 2 изнаночные вместе с наклоном влево. Я беру просто и провязываю их одной изнаночной петлей. Далее накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. 2 изнаночные вместе, изнаночной петлей. Я меняю дужки местами, а вы следите за тем, чтобы у вас при вашем способе вязания петельки не получались скрещенными. И провязываю одной изнаночной петлей. Далее 2 изнаночные, кромочная петля. Третий ряд. Кромочная, лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Я провязываю обычным способом. Далее накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. 2 лицевые вместе лицевой петлей. Я меняю дужки и провязываю за вторую петельку, беру как 2 вместе одной лицевой петлей. 1 лицевая и кромочная петля. Четвертый ряд. Кромочная, 2 вместе изнаночной. Я здесь просто провязываю.
Далее идет накид, 2 изнаночные петли, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, накид. И 2 изнаночные провязать нужно вместе. Я меняю дужки, чтобы при вязании в изделии у меня нигде не было скрещенных петель. На это я всегда обращаю особое внимание. И кромочная петля. 5-й ряд идет кромочная, 1 изнаночная петля, 3 лицевых, 1, 2, 3, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевых петли, изнаночная петля и кромочная петля. 6-й ряд. 1 лицевая, изнаночная, прошу прощения, кромочная, изнаночная, накид, 3 изнаночные петли, 2, 3. Теперь вот эти 3 петельки нам нужно провязать вместе изнаночной петлей, так чтобы вторая петля была центральной по лицевой стороне. Для этого я все петельки переворачиваю как изнаночные. 3-ю петлю оставляю на левой спице. Первые 2 вот петельки на правой спице. Левой спицей перед работой поддеваю первую петлю и переношу на левую спицу. За работой я поднимаю центральную петлю и тоже возвращаю ее на левую спицу. Далее я провязываю эти 3 петли обычным способом, как 3 изнаночные, 1 петелькой. Далее идет 3 изнаночные петли, 2, 3, накид и изнаночная петля. Немножечко забыла. Кромочная. Смотрите, я хочу обратить ваше внимание на вот эти ромбики. Вот. Я здесь делаю 2 вместе, чтобы они смотрели у меня на накид. Вот. Если вы хотите более четкие грани вот этого ромба, тогда вы будете вязать наоборот. Вот первая половина узора. Вы сначала будете вязать их с наклоном вправо, вторую часть узора с наклоном влево. Но мне больше нравится вот такой неофициальный стиль этого узора, поэтому я спрятала вот эти 2 накида, чтобы они были менее заметны. И вязала вот таким образом. Продолжаем вязать раппорт нашего узора. 7-й ряд. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые и 3 вместе. Вот эти петельки 3 вместе. Здесь все петельки лицевые, они правильно у меня размещены, поэтому я только снимаю 2 первые петли на правую спицу. За работой поднимаю первую спицу, первую петлю, а перед работой у меня остается центральная петля. И я ее перемещаю первой. И далее провязываю все эти 3 петельки 1 лицевой петлей. Далее 2 лицевые, 1, 2, накид, 2 лицевые. Это мы довязали наш раппорт узора, кромочная петля. 8-й ряд.
3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 1 изнаночная, 3 вместе изнаночной. В данном ряду все петельки расположены у меня правильно, поэтому я просто их перемещаю в нужной мне порядке. Перед работой поднимаю первую спицу, петлю. То есть вот эта центральная петелька, которая должна у меня быть, вторая центральная, она всегда у меня с той стороны, где лицевая сторона узора. Когда мы вяжем изнаночную сторону, она за работой находится. Далее я ее возвращаю и провязываю все 3 петельки одной изнаночной петлей. Изнаночная, накид и 3 изнаночные петли. 2, 3, кромочная петля. 9 ряд. 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Накид. Вот эти 3 петельки вместе лицевой. Я за работой поднимаю петельку, а вот центральная у меня перед работой остается. Перемещаю и провязываю одной лицевой петлей. Далее идет накид и 4 лицевых заканчивают раппорт нашего узора. Кромочная петля. 10 заключительный ряд в данном узоре вяжется изнаночными петельками. Здесь можно отдохнуть в данном узоре. Ну, как видите, вообще узор очень простой, очень быстро, легко запоминается. Говорят, на следующей неделе будет тепло, и вы успеете себе или кому-то в подарок связать маечку. Итак, вот смотрите, что у нас получилось. Это один раппорт данного узора. Вот он, где расположен. Раппорт маленький, то есть количество петель будет, вам очень легко будет подобрать количество петель, то, которое нужно вам для изделия. Ну, вообще, мне лично этот узор очень-очень понравился, тем более здесь ромбы, которые сейчас в тренде. Надеюсь, он понравился и вам. Спасибо, что провели это время со мной. Легких петелек и до встречи на канале.